Когда семья Савицких переехала в уютный дом на окраине Калгари, они не подозревали, что в их жизни скоро появится тот, кто навсегда изменит их представление о любви, верности и настоящей семье. Им не хватало чего-то особенного, и однажды в местном приюте для животных они встретили его. Молодой, золотистый лабрадор с грустными глазами и большим сердцем. Они сразу поняли — это их пес. Его назвали Макс. С первых дней Макс стал не просто домашним животным, а настоящим другом, особенно для десятилетнего Генри, младшего сына. Макс обожал играть в снежки зимой и купаться летом в близлежащем озере Честер-Мир. Он будил детей по утрам, приносил тапки отцу и ложился у ног матери, когда та читала на веранде. Это был веселый, добрый пес, который мгновенно наполнил дом радостью. Он понимал все с полуслова и был готов на все ради своей семьи. Однако спустя пару лет, когда Максу было около 4 лет, начали проявляться тревожные симптомы. Сначала быстрая утомляемость. Потом частые походы к миске с водой, резкая потеря веса при обычном питании. Он стал сонливым, менее игривым. Савицкие отвезли его к ветеринару, не подозревая, насколько серьезным окажется диагноз. У Макса выявили диабет. Это был удар. Семья с трудом верила, что их активный и жизнерадостный друг теперь будет нуждаться в ежедневных уколах инсулина и постоянном контроле. Но никто и мысли не допускал сдаться. Они обучились всем нюансам ухода за собакой-диабетиком. Измерение сахара, диета, лекарства — все стало частью их нового уклада. Поначалу все шло стабильно, но через несколько лет начали проявляться осложнения. Макс начал терять зрение. Он все чаще натыкался на предметы, перестал смотреть в глаза, путался в знакомых маршрутах. Пес, который знал каждый угол дома, теперь не мог найти свою миску с едой. Он больше не узнавал Генри, по крайней мере, не сразу. Это было больно видеть. Как будто что-то внутри него гасло. Очередной визит к ветеринару подтвердил худшее — диабетическая катаракта. Макс слепнет. И хотя лабрадоры славятся своей адаптивностью, терять зрение в зрелом возрасте — это не то же самое, что родиться слепым. Мир для него стал чужим и непредсказуемым. Семья старалась поддерживать Макса. В доме поставили барьеры, разместили звуковые ориентиры. Генри даже сделал для него аудиогид, записал свой голос на маленький динамик, который помогал псу ориентироваться в комнате. Но пес становился все более замкнутым, потерянным. Казалось, он начал сдаваться. Ветеринар рассказал Савицким о возможности восстановить зрение при помощи операции. Шанс был, современная хирургия могла удалить катаракту, и Макс снова мог бы видеть. Однако стоимость операции, около $10 000, казалась непосильной. Были те, кто говорил, зачем тратить такие деньги на собаку? Но семья не колебалась. Для них Макс — не собака. Он был другом, частью сердца, частью их жизни. Они начали действовать. Открыли сбор средств, продали ненужные вещи, сократили расходы, отменили отпуск. Новости о Максе быстро разошлись по Калгари. Соседи приносили конверты с пожертвованиями, местное кафе устроило благотворительную акцию, а кто-то просто клал записку с надписью «Для Макса» и купюру в почтовый ящик Савицких. Все это тронуло их до глубины души. День операции выдался морозным и ясным. Родители нервно поглядывали на телефон, ожидая звонка от ветеринара. И вот, наконец, раздался звонок. Все прошло успешно. Макс просыпается, и можно будет забирать его домой уже вечером. Когда Макса вывели в комнату ожидания, на его голове был пластиковый воротник. Он выглядел немного ошарашенным. Но как только он уловил знакомые запахи и услышал голос Генри,
Что-то щелкнуло. Он остановился, повернул голову и увидел свою семью. Его глаза широко распахнулись, тело задрожало от волнения. Он подбежал, едва не уронив мебель, и начал облизывать руки, лица, поскуливая от счастья. Кто-то из семьи снял это на видео для Генри, который поначалу не мог присутствовать. Позже это видео попало в соцсети и обрело вирусную популярность. Миллионы людей по всему миру увидели, как пес, лишенный зрения, снова обретает радость жизни. Комментарии из разных стран наполняли ленту. «Я плачу. Это самое красивое, что я видел. Семья Савицких. Герои». Теперь Макс снова бегает по дому, узнает каждого, ловит снежки и спит, прижавшись к ногам Генри. Он по-прежнему нуждается в инсулине, но его глаза снова сияют. После операции жизнь в доме Савицких постепенно возвращалась к прежнему ритму. Но теперь в ней было больше осознанности, благодарности и настоящего чуда. Макс словно родился заново. Он ходил по дому с новым интересом, будто впервые замечал картины на стенах, мебель, лица любимых людей. Его взгляд снова искрился любопытством, и каждый день он будто заново знакомился с миром. Особенно радовало, как Макс начал снова играть с Генри. Казалось, пес понял, что мальчик ни на секунду не оставлял его, даже когда тот ничего не видел. Теперь они снова гонялись друг за другом во дворе. Макс носился за мячиком, ловко перепрыгивая через кусты, которые раньше пугали его, когда он был дезориентирован. Однажды Генри принес домой старую коробку с игрушками Макса. Среди них была его первая плюшевая веревка. Поношенная, покусанная, но по-прежнему любимая. Макс, завидев игрушку, затаился, потом прыгнул к ней и завилял хвостом так, что едва не сбил лампу. Он узнал ее. Семья смеялась и плакала одновременно. Интересный эффект операции был в том, что Макс стал еще ближе ко всем. Он больше не воспринимался как просто пес, он был почти как человек. Члены семьи начали разговаривать с ним чаще, глубже. Отец, Виктор, после долгого рабочего дня нередко сидел с ним на крыльце, держа руку на его спине, просто молча глядя вдаль. Макс, казалось, понимал каждый его вдох. С тех пор в доме Савицких появилось еще одно правило. Каждый вечер вся семья, кто бы чем ни был занят, собирается вместе, чтобы хотя бы на 15 минут провести время с Максом. Это были простые моменты. Кто-то читал вслух, кто-то гладил пса, кто-то просто сидел рядом. Но эти моменты стали почти священными. Конечно, Максу по-прежнему требовалось лечение. Диабет никуда не делся, и дисциплина оставалась важной частью повседневности. Но теперь в этой рутине была цель. Пес был жив, он видел, он любил и был любим. А семья Савицких знала, все было не зря. Потому что Макс — это не просто пес. Это доказательство, что сострадание и любовь могут не только спасти жизнь, но и вернуть свет тем, кто его потерял. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.